Друзья, добрый день! Каких только видов хлеба не придумали. Есть и сладкие, и классические. А сегодня мы будем готовить картофельный хлеб. Рецепт оригинальный, весьма необычный. Делать его мы будем в виде маленьких булочек. Хлеб с добавлением картофеля содержит в 2 раза больше белка и клетчатки и остается свежим намного дольше. Он получается сытным, мягким и очень воздушным. Я в этот хлеб влюбилась с первого кусочка. Ну что же, займемся приготовлением дрожжевого теста. В миску вбиваем 1 яйцо, вливаем 100 мл растительного масла и всыпаем пакетик сухих дрожжей. Венчиком перемешиваем ингредиенты. Далее вливаем 400 мл теплого молока, приблизительно 40 градусов, всыпаем 1 чайную ложку мелкой соли без горки и перемешиваем. Берем 3 картофеля весом 300-350 грамм, натираем на крупной терке и всыпаем в тесто. Также на крупной терке натираем сыр и добавляем его к остальным ингредиентам. Снова перемешиваем и начинаем частями всыпать просеянную муку. Муки нужно 800-850 грамм. Тесто должно быть не тугим, и если вы его замешиваете руками без перчаток, то оно немного может прилипать. Это нормально. Часть муки в данном хлебе заменяется именно картофелем. Если бы мы готовили без него, то муки потребовалось бы на данное количество ингредиентов где-то 1 кг. Картофель в хлеб кладется как в сыром, так и в отварном виде, но при этом в хлебе он не чувствуется. Вот такое в итоге получается мягкое тесто. Оно не забито мукой, очень нежное. Теперь тесто и миску смазываем растительным маслом, накрываем тонким полотенцем и ставим его в теплое место на подъем. Я ставлю в электрическую духовку, включенную на 40 градусов. Дверцу закрываю. Таким образом тесто поднимается в разы быстрее. У меня на подъем теста ушло 40 минут. Посмотрите, насколько оно получилось воздушное. Теперь берем прямоугольную форму для выпечки и смазываем ее мягким сливочным маслом. А руки хорошо смазываем растительным маслом, чтобы не прилипало тесто. Немного обминаем его прямо в миске и перекладываем в форму. Распределяем руками тесто по дну формы, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 15-20 минут. А пока нарезаем на маленькие ломтики кусочек сыра. Сыр можно брать любой, я советую тот, который хорошо плавится. У меня это моцарелла. Его же я и использую для пиццы. Посмотрите, какое тесто. Шикарное, очень воздушное. Руки снова смазываем маслом. И смотрите, что мы делаем. Продавливаем пальцами тесто, получая вот такие полосочки. И разделяем их еще на 2 части. Таким образом мы тесту придаем форму маленького хлеба. А тот сыр, который нарезали ранее, вставляем между ними. И у нас получается вот такая необычная заготовка. Чтобы получить красивые и румяные булочки, тесто смазываем смесью желтка и молока. И сверху присыпаем каждую булочку обжаренным кунжутом.
В таком виде отправляем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Вкусный, простой в приготовлении и очень ароматный картофельный хлеб готов. По желанию в тесто можно еще добавить жареный лук, свежую измельченную зелень или жареные семечки. Хлеб легко разрезается и достается из формы. И посмотрите, как красиво и изящно тянется сыр. Хлеб получается очень воздушный, мякиш пористый и мягкий. После остывания храните хлеб в пакете, он несколько дней не черствеет и остается свежим. Картофельный хлеб хорош с мясными блюдами, супами или просто со сметаной или аджикой. Пробуйте приготовить сами, ставьте пальчик вверх, делитесь рецептом с друзьями и до новых встреч! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».